Один из самых сложных моментов сериала – это, конечно же, казнь Баязита и его детей. Не каждый смог бы выдержать такую утрату, не говоря о том, чтобы саморучно казнить своих сыновей и своих внуков. Но мы судим по сегодняшнему времени. В то время все было чуть-чуть не так. Отец и сын. Для султанов это было всего лишь слова. Очень часто султаны не участвовали в воспитании своих детей, а иногда и вовсе не знали их, может, просто видели вдалеке пару раз. Все это не укладывается в наших головах, но законы диктовали свои условия. Как мы знаем, Баязид был агрессивным и сначала делал, потом думал. Именно Баязид пытался поднять несколько восстаний против брата и против своего отца. Ему сходило это все с рук, так как Хюррем оберегала его. Но пришел момент, когда мамы рядом не оказалось, и сын пустился во все тяжкие. Он просто стал собирать армию, чтобы убрать претендента на престол Селима и занять трон здесь и сейчас. В сериале нам показали другую историю. Перед нами был справедливый, но сверхэмоциональный юноша, которого вечно подталкивали к неправильным действиям. Но Баязид не хотел свергнуть Сулеймана с престола, а хотел показать брату в их вечных соревнованиях, что он тоже чего-то стоит. Принц примерно чем-то напоминал Мустафу и тянулся к справедливости, честности и любви. Вот такой он сериальный Баязид. Но по истории было далеко не так. Баязид сам по себе был очень злым человеком. Он неоднократно жестко строил всех своих подданных и янычар. Он быстро вспыхивал и медленно гас. Он хотел убить не только своего брата Селима, но и своего отца. А если бы Мустафа был бы жив, то его тоже постигла та же участь. Так что же произошло и как на самом деле ушел из жизни юный Шехзаде? Почему он не смог остаться в сердце своего отца и почему он не смог укрыться у врага Тахмаспа? Давайте разбираться. Есть письма австралийского посла, который не один раз вел переговоры с Сулейманом. Он стал невольным свидетелем дел Баязида и Сулеймана и четко описал все события. Именно по этим письмам можно восстановить картину казни. После долгих переговоров с Тахмаспом султан понял, что для него самого выгодно будет не воевать с ним, а откупиться и забрать сына. Именно к шаху обратился Баязид, когда был разгромлен армией своего отца с просьбой дать убежище. Но шах его обманул и кинул в темницу, вместо того, чтобы помочь Шехзаде. Враг Сулеймана преследовал свои цели, которые в дальнейшем и получил от султана. Хасан-ага являлся самым важным и главным евнухом дворца, и именно его Сулейман выдвинул в качестве посла в Персию с переговорами. Когда после долгой дороги послы все же добрались до шаха, то незамедлительно попросили увидеть Шехзаде Баязида, и тут были в шоке от увиденного. К ним вывели заросшего, худого и очень грязного мужчину. И только после того, как побрили узника, Хасан смог убедиться, что это именно и есть Баязид. После долгих переговоров Тахмасп выдвинул свои требования. Ему необходимо было возместить все убытки, которые он понес из-за принца. Также ему необходимо золото и дары политической важности. И только тогда Сулейману будет разрешено казнить Баязида на территории Персии. Евнух сразу же поспешил доложить волю шаха Сулейману. Султан не стал медлить и выполнил все условия своего врага. Хасан возвращался со свитой османских солдат обратно, чтобы привести самому в исполнение казнь Баязида. Говорят, что перед смертью Баязид просил увидеть своих сыновей, но все 4 мальчика уже были задушены. Был еще один мальчик, совсем еще кроха. Его Сулейман тоже приказал убить и послал евнуха. Но евнух не смог исполнить его в одиночку, и поэтому позвал с собой своего друга, который был более силен и эмоционально устойчив. Когда он зашел в спальню, то малыш спал,
Он проснулся и потянул свои руки к слуге, и тот не смог исполнить волю повелителя и рухнул без сознания. Евнух решил посмотреть, что да как. Понял, что делать всю работу придется самому. Казнь была исполнена. Сулейман был верующим человеком, и все, что происходило, неважно, хорошее или плохое, он считал волей Всевышнего. Он не казнил малыша сразу только по той причине, что фортуна могла его оставить, и тогда Баязид сверг бы его, и значит, так угодно Всевышнему. Но так как Баязид был мертв, то и дело можно закончить до конца. Друзья, законы дикие, страшные и просто невообразимы. Но мы никогда, к счастью, не сможем понять Сулеймана и что творилось в его сердце. Может, там вообще ничего не было? Ни горя утраты, ни жалости к детям. Может, это было все как попить чаю? А может и наоборот, горя его не было предела. Ясно одно, он переживал. Но вот долго ли это длилось? Или это всего лишь было для своего самолюбия? Он оставил после себя стихи к Баязиду. Он просил его прийти к нему и покаяться, и признать всю вину. Но вот то, что его сын был узником у Тахмаспа, он знал, и Баязид не мог к нему явиться, покаяться и признать вину. Все это очень странно, как жаль, что мы не сможем узнать, как же все было на самом деле. Мы можем судить только по книгам и записям того времени. Но кто знает, как они писались и под каким давлением.